Данное видео не призывает к травле, я просто хочу высказаться. Пожалуйста, не нужно идти никого оскорблять. Если человек и так не понимает, что он сделал не так, вы хоть 1000 раз ему это скажите, и до него все равно не дойдет. Не опускайтесь до травли, а просто выслушайте меня. Спасибо. Всем приветик, с вами Кексик. За все 5 лет моего пребывания на Гачатубе у меня не было никаких конфликтов, и вот мое время пришло. Сегодня хочу разобрать нашу ситуацию с уже неординарной личностью, как Гелу Гача Лайф. Я не привыкла выносить конфликты на публику, но эта ситуация оказала на меня наибольшее влияние. В общем, сразу к делу. Гелу постоянно баловался с нейросетями, и эта ее тяга началась еще года 2-3 назад. Но проблема не в этом, а в том, что она никогда не спрашивает разрешения на то, чтобы пихать туда чужих персонажей, голоса и лица. 2 года назад она взяла, запихала туда мою фотку и мой арт. Но тогда не было такой шумихи с ИИ, и все это только зарождалось, поэтому я это схавала. Теперь к самому главному. Никакой воды, на днях она кидает мне видео, где нейросеть оживила мое фото. Это была последняя капля, хоть видео и правда безобидное, длится буквально несколько секунд. Там я просто отворачиваю голову, но моему возмущению не было предела. Дело в том, что у меня и так довольно низкая самооценка, этому даже было посвящено отдельное видео. Я 7 лет потратила на то, чтобы хоть немного полюбить себя, все же смотреть на себя со стороны я не могу. И это она знала. Держите это сейчас в голове, давайте сразу перейдем к ее аргументам. В ее телеграме я писать не могу, ибо она меня везде забанила, как и я ее, поэтому отвечу в видео. В своем телеграм-канале я выпустила 2 поста по этой ситуации, сейчас я их читать не буду, сразу гелем. Первый ее пост. У меня тут очередное открытие. Есть очень слабая связь между тем, сколько ты добра делаешь человеку, и сколько ты получаешь от него в ответ. Можно во всем помогать человеку и всегда его поддерживать, и не получить никакой взаимности и помощи в нужный тебе момент. Это работает и в обратную сторону. Те, кто вытирает об других ноги, может наоборот получать больше всех помощи и поддержки. Не знаю даже, относится ли он ко мне, если честно, потому что как таковой поддержки от нее я не получала. Нам нужно разобрать эти моменты, чтобы вы понимали мою реакцию и могли судить о ее дальнейших аргументах, так как там все перевернуто вверх днем. А ее поддержке она сводилась к тому, что а чё я так драматизирую? Когда делилась с ней своими идеями для видео, она мне сказала, в гаче максимум аниматоров 50. Непонятно, кому твое видео будет полезно. Может, мне и было полезно, но так лень учиться новому. Наверное, она права. Права же? Это одно из самых популярных видео на моем канале. Действительно, кому оно вообще полезно? И с этими своими советами она лезет не только ко мне. Другие гачеры также подмечают эту. По итогу она выставила меня психически неуравновешенным в своем том видео. Знаете, что это значит? А что мы плавно переходим к следующей ситуации, потому что в ее видео я также мелькала. Возможно, вы видели это видео, последняя ситуация, это как раз таки про меня. Дело в том, что она тупо с*** обложку, просто закрасила мир персонажей, поставила своих. Я ее спокойно попросил поменять ее. Она сделала это, вопрос решен. Я так думала. Давайте посмотрим, что же она говорила про меня в своем видео. Проходит время, и у нее выходит видео, которое мне очень понравилось. Я думаю, симпатию к ней, сделаю на него пародию. А чтобы пародия была узнаваемой, я решила скопировать стиль ее превью, сделав его почти таким же. Кто-то скажет, нельзя брать превью без спроса. Но по мне, если человек твой друг, то можно пойти на уступки. Когда я, к примеру, прихожу в гости к другу, я не спрашиваю, можно ли сесть на стул. Если друг нальет мне чай и поставит на стол конфеты, то я не буду спрашивать разрешения взять конфету. Если я захочу одеваться в стиле подруги, я тоже не буду спрашивать ее разрешения, так как друзья не жадничают и глупо задавать вопросы, на которые будет очевидно положительный ответ. Вернемся к превью в стиле Фиалки. Оказалось, что у Фиалки было другое мнение. Она потребовала убрать превью, которая копирует ее стиль. Я пыталась ее переубедить, но она оказалась упертой и принципиальной. И какие бы аргументы я бы ей не привела, она стояла на своем. Мне несложно было поменять превью, но я из принципа не стала этого делать, так как она вместо того, чтобы нормально поговорить со мной как с другом, начала от меня что-то требовать, как будто я ей посторонний человек. Мы завершили разговор, который ни к чему не привел. Я не сменила превью, а она продолжила требовать соблюдать ее авторские права. Какой вывод можно сделать из этой истории? Не будьте жадинами и делитесь с друзьями. Вот это ее друзья должны делиться. Во-первых, может прозвучит обидно и жестко, но я ее другом никогда не считала. Во-вторых, даже если мы и были друзьями, может мне тебе еще и свой канал отдать? Да, конечно, забирай, моя золотая, друзья же должны делиться. После того, как она назвала меня мелочной тварью, она поимела совесть попросить у меня модельку бесплатно. Я промолчу. Сейчас популярно оживлять фотографии с помощью нейронок. И мне было весело отправлять подобные фотографии своим друзьям. И все, увидев подобное, удивлялись и смеялись. Все, кроме одного человека, который казался мне другом.
как-никак давно общаемся. Мне тоже хотелось ее удивить и насмешить. Но увидев мою обработку, она стала буквально орать на меня матом. Как я смею это делать без разрешения? Я думаю, все, на этом общение окончено. О чем с ней можно говорить, если она меня не уважает? Не буду лукавить, да, это было. Но помните про то, что у меня низкая самооценка, она постоянно брала, так скажем, мои вещи без спроса. Знаете, почему нужно спрашивать разрешение, прежде чем использовать чужого даже персонажа? Знаете Фроги Настю, тикток-аниматора, с которым у меня был коллаб? Несколько лет назад с персонажем сделали 18+ гифку, но все до сих пор про нее помнят, думают, что это сделала она сама. И пишут в комментариях что-то вроде «Интернет все помнит, кто знает, что она сделала, я знаю». Это просто ужасно, человека настолько сильно подставили. Так как это происходило не впервые, мне как-то раз была нужна ее помощь, чтобы она потратила 5 минут и оценила модельку. Спустя неделю мне надоело ее ждать. Я говорю ей, что помощь больше не нужна. Обычно люди извиняются за то, что не смогли помочь, но она стала крыть меня матом, рассказывая, какая она занятая, в отличие от меня. Почему же ты не упомянула, как я тебе 500 раз писала то, что я готовлюсь к экзамену? Говорила, что, скорее всего, не смогу тебе помочь. Постараюсь, конечно, но далеко не факт, что смогу. Как ты мне каждый день писала, ну что там, поможешь, сделаешь, ну как там? И как я после 6 часов подготовки к ЕГЭ писала тебе. Блин, сегодня опять не вышло, я готовилась. В конце концов она обиженно написала, все, мне больше не нужна твоя помощь, спасибо. Я на нее, налетела, что занята, у меня экзамены, не могу я тебе ничем помочь. Я говорила об этом не раз. Ну как, если она спокойного тона не понимает? Но вернемся к оживленной фотке. Оказалось, что у нее душевные травмы по поводу своей внешности, и что хоть она выложила эту фотографию всем на показ, фотография ей это не нравилась. Выставила на показ. А ничего, что у меня в телеграм-канале запрещена пересылка сообщений. Мне нравилась эта фотография и до сих пор нравится, но это совершенно не значит, что я поддерживаю то, что ты пихаешь мою рожу через нейросеть. Спасибо, насмешила, сука. Она обошла мой запрет на скачивание. Я не кидала ей эту фотку в ЛС. Вы хоть в этих вложениях видите что-то немного похоже вот на это? Запрет пересылки не равнозначен запрету использования контента. Что ты несешь? Запрет пересылки равно запрет использования контента. Ты хоть немного соображаешь, о чем ты вообще говоришь? Эта фотка так и осталась в очень узком кругу, и дальше ее лички она не ушла. Серьезно? А Фроги, это тоже наша с тобой личка? Кому ты еще кидал это видео? Как дышит. Но это не повод себя так агрессивно вести мой адрес. Мне ни о чем об этом не было известно. Я не могу забраться в голову человека и понять, что его заденет. Еще раз повторяю, моей самооценке было посвящено видео на канале. Моему плохому моральному состоянию было посвящено несколько постов. Ты на них даже отвечала, что тебе не было известно. Почему так сложно написать и спросить разрешения? Я бы тебе спокойно отказала и все. Нет, сука, надо равнять всех под себя, жить по принципу. Ну я была бы не против, значит другие тоже. Нет, не тоже. Тебя не смущает то, что за все время тебя не взлюбили как раз таки потому, что ты всегда делаешь все по-своему. Наверное, это явный признак того, что не всем нравятся твои действия. Не все придерживаются таких же взглядов, как ты. Ни для кого не секрет, что Гилу хайпится на других гачерах. В чем она сама призналась. Мой админ чата по совместительству хороший аниматор делала мне анимацию, чтобы просто порадовать, поднять настроение. Вот она пишет. Делаю клип для кексика. С одной стороны, я устала уже, с другой, надо доделать пипялу. Да я просто маленький подарок решила сделать. Ну что, она отвечает. Ну мы 3 года почти общаемся, но на расстоянии меня держит. Типа не особо на что стоит надеяться, только если для себя делать. В общем, она показала свою натуру. Опять же, равняет всех на себя. Если она делает что-то для других, то чисто ради того, чтобы подсосать. Если она делает так, значит и другие тоже. У меня даже другой мысли не возникло о том, что это просто так делается. Судя только по себе. А теперь представьте, какое отношение у меня должно быть к человеку, который несколько лет лишь лижет мне жопу, пытается подобраться ближе. Я терпела это несколько лет. Несколько лет хавала ее непрошенную критику, ее поступки, ее наглую ложь про меня. Но когда это перешло с моего персонажа, с моего канала на мою личность, мою внешность, почему я должна говорить с ней спокойно, если она спокойного тона не понимает? Каждый раз, когда я без мата пыталась с ней что-то решить,
Она не делала абсолютно никаких выводов и продолжала делать мне неприятно. Да, я налетела на нее трехэтажным матом, но когда человек разрушил твою и без того низкую самооценку, которую ты выстраивала 7 лет, когда я осознала, что снова испытываю к себе отвращение, что годы ушли зря, как я должна была отреагировать?